Смарт-часы с поддержкой eSIM, встроенным NFC-модулем, GPS-навигацией, большим LTPO AMOLED-экраном с минимальными рамками, стильным дизайном, качественными материалами, водонепроницаемостью стандарта 5 атмосфер, временем автономной работы до 14 суток, и это только, разумеется, малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Honor Watch 4 Pro. Сегодня я расскажу об китайской версии данной модели. На глобальную версию Honor Watch 4 обзор уже можно посмотреть на канале. И, возможно, в скором времени еще и выйдет обзор на китайскую версию Honor Watch 4, потому что они другие. Но не буду тянуть, так как рассказать есть о чем, перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется эта модель в достаточно габаритной коробке из плотного картона. На упаковке есть название и, как всегда, краткие характеристики этой модели. Упаковка такая же, как и в модели Honor Watch 4, но черная, хотя стоимость часов значительно выше. Пакинг отличный. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и магнитное зарядное устройство без пинов, за что сразу же плюс. Мы за эти деньги и с пинами часы встречали, так что Honor молодцы. Весят смарт-часы 81 грамм, а габариты составляют 47 на 47 на 14,1 мм. Ремешок быстросъемный на 22 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. 11 числа во время презентации ПОКа как раз буду 10 Mi Band, которые должен за ноябрь-декабрь разыгрывать. Приходите, пообщаемся. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Сейчас, кстати, идет распродажа на Али, и там много всего полезного. Телеграм-канал взаимопомощи, там мы делимся мнениями по поводу разных железок, что лучше купить. И мой личный телеграм-канал, я туда скидываю исходники, советуюсь с вами по поводу новых железок, да и в принципе просто общаемся. Перейдем же к смарт-часам Honor. Honor Watch 4 Pro можно приобрести в темно-зеленой с золотым корпусом, коричневой и черной расцветки. Смарт-часы имеют круглый форм-фактор, эргономика модели хорошая, как в целом и дизайн. На мужской руке смотрятся они отлично, а на женской слегка громоздко. Плюс рамка у экрана небольшая вместе с тонким безелем. Фронтальная часть смарт-часов выглядит аккуратно и дорого, но безель не имеет никакого функционала. Собранный Watch 4 Pro хорошо, качество материалов отличное, средняя часть корпуса выполнена из низкоуглеродной нержавеющей стали 316L, а тыльная часть из полимерного волокна с глянцевым покрытием. Ремешок же выполнен в черной расцветке из силикона. Охват запястья от 140 до 210 мм, застежка классическая, выполнена из металла. Крепление ремешка стандартное, так что заменить ремешок на любой другой возможность есть. Качество стокового ремешка хорошее, он не натирает и запястье под ремешком не потеет. При носке смарт-часы практически не ощущаются, как и во время сна. Далее на корпусе расположили область для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья, такие как акселерометр, гироскопический датчик, геомагнитный датчик, оптический датчик сердечного ритма, датчик освещенности и датчик давления воздуха. Для управления, кроме сенсорного экрана, предоставили две механические кнопки. Верхняя кнопка, так называемая коронка, отвечает за переход в меню и возврат, а зажатием можно перейти во вкладку с перезагрузкой и выключением устройства. Прокручивая коронку, можно перемещаться по меню и другим вкладкам, и прокрутка сопровождается тактильно приятной вибрацией. Нижняя кнопка предназначена для перехода к тренировкам, а зажатием можно вызвать голосового помощника Йо-Йо. Но для нас он бесполезен, так как русский язык он не поддерживает. Переназначить команду на нижнюю кнопку возможность есть, и плюс за то, что кнопки практически не имеют люфта. Летим дальше. С фронтальной части умные часы Honor Watch 4 Pro имеют AMOLED LTPO экран на 1,5 дюйма с разрешением 464 на 464 пикселя. Плотность пикселей 310 ppi и максимальная частота обновления экрана 60 Гц. Соотношение экрана к корпусу 82,6%, это хорошо. Экран отличный, цветопередача приятная, скроллинг плавный, перемещаться по интерфейсу удобно. Сенсорный отклик хороший, интерфейс доступен на русском языке, несмотря на то, что это китайская версия, и система за время моего использования не подвисала. Минус заключается в том, что экран не утоплен, и информация о какой-то хорошей защите экрана я лично не встретил. Так что советую беречь экран от каких-либо повреждений, если вы вдруг подобное приобретете. Яркости экрану достаточно даже для использования на солнце, но экран выдает меньше, чем другие смарт-часы в данной ценовой категории, даже меньше, чем младшая модель. Запаса яркости по мне нет, хотя она хороша. Автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она хорошо, но из-за яркости самого экрана иногда появляется ощущение, что данная функция неправильно подстраивает яркость под внешнее освещение. Точнее, всегда хочется сделать экран ярче. Спящий режим максимум 20 секунд, а также есть авторежим. Функция, при которой экран не гаснет, можно настроить до 20 минут. Полноценная АО на борту. В стоке на смарт-часах предустановлено 10 циферблатов, и для каждого из них есть свой стиль АОДа с низким потреблением энергии. К слову, яркость автоматически регулируется
функционируются даже с AOD. Остальные циферблаты, которые можно найти в приложении, имеют обыкновенные стили AOD, но можно найти циферблаты со своими стилями Always on Display, которые не столь интересно выглядят, как стоковые, но все же неплохо. Самих циферблатов достаточно, есть динамические, кликабельные и персонализированные. Далее, накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и одиночное нажатие на экран для пробуждения. При поднятии запястья экран загорается моментально, ко всему можно выбрать, будет ли загораться циферблат с включенным AOD или нет. По свайпам с главного экрана сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое, ее можно персонализировать, но вот регулировки яркости нет, за что минус, однозначно. Снизу вверх это уведомления, слева направо и наоборот карточки, которые также можно персонализировать под себя. Но вот сортировать меню возможности я не нашел. В меню есть китайские приложения, которые можно скрыть через управление приложениями, поиск смартфона, записи тренировок, фонарик, барометр, альтиметр, активность, погода с подробным прогнозом, восходом и закатом солнца и луны, фазами луны, приливами и отливами, но только в определенных регионах. Помода трекер, компас, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, и музыкальный плеер для регулировки и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Плюс можно загрузить свою музыку на смарт-часы, так как есть выделенная внутренняя память в размере практически 2 гигабайт. В настройках помимо перечисленного есть возможность настроить звук и вибрацию, режим не беспокоить и установить пин-код для смарт-часов. Динамик громкий, качество звука хорошее, но не топовое. Микрофон отрабатывает довольно отлично. Что касается вибромотора, то его силу можно настроить, но вибрация оставляет желать лучшего, так как данной ценовой категории я встречал вибр куда лучше. Летим дальше. Операционная система macOS версии 7.2. Установить какие-либо сторонние приложения возможности нет. Наличие NFC-модулей для тех, кто проживает в России, не актуально. eSIM смарт-часы поддерживают, но не русских операторов. Вкладки с подключением к Wi-Fi на смарт-часах нет. В целом ПО закрытое. Это не Wear OS, не Harmony OS, и на данный момент можно использовать только то, что предоставил нам сам производитель. Версия Bluetooth 5.2. В настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники, но вот нагрудный датчик Polaris 10 не подключается. Тренировок на борту достаточно, есть отслеживание плавания, курсы бега, шаблоны для тренировок, статус тренировок, записи, настройки для тренировок. К примеру, для бега есть режим сплит и режим быстрого обжигания жира, бег с АИ, автоматическое определение тренировок и не только. Грубо говоря, все как и в Honor Watch 4. GPS-навигация отрабатывает неплохо, во всяком случае карта строится хорошо, но вот определение местоположения не быстрое, в лучшем случае 25 секунд. В приложении есть возможность использовать старые маршруты для тренировок, но загружать сторонние я не нашел способа. Во время тренировки можно воспользоваться функцией обратный маршрут, возврат по прямой, музыкальным плеером, посмотреть восход и закат солнца и даже свернуть тренировку для фоновой работы. Также тренировки имеют озвучивание команд мужским голосом на английском языке, шагомер имеет отклонение в 1-2 шага на 100 шагов. Далее Honor Watch 4 Pro могут измерять пульс, SPO2, уровень стресса, мониторить сон, и для удобства есть напоминания и дыхательные тренировки. Пульс, SPO2 и уровень стресса можно измерять вручную или настроить автоматический режим. Для измерения пульса предоставили еще смарт-режим для экономии заряда аккумулятора. В плане мониторинга показателей здоровья вопросов особо к данной модели нет. Да, изредка проскакивают небольшие погрешности, если говорить про изменения во время активности, но все в пределах нормы. Сон мониторит смарт-часы корректно, также в меню можно найти функции для измерения фитнес-возраста с учетом ваших тренировок. Далее, смарт-часы поддерживают функцию Bluetooth-вызовов, со смарт-часов можно набирать номер, звонить по синхронизированным контактам, совершать экстренный вызов и отвечать на звонки. Уведомления приходят моментально, иконки отображаются, но вот смайлики нет, что фейл. Отвечать на уведомления нет возможности, как и нет возможности отвечать заготовкой на звонок. Летим дальше. Полный цикл зарядки смарт-часов от родного зарядного устройства занял около 50 минут. Смарт-часы можно заряжать даже от беспроводной зарядки Qi. Время автономной работы в обыкновенном сценарии использования без eSIM и NFC с включенным AOD с автоматической регулировкой яркости с Bluetooth-звонками по моим тестам не больше 7 суток. Для продления работы смарт-часов можно воспользоваться режимом экономии энергии, оптимизировать расход заряда за счет отключения ненужных функций. Далее, водонепроницаемость стандарта 5 атмосфер. Для примера я окунул их в воду, по итогу с ними ничего не произошло. Функционал остался рабочим, но вот в сауну вместе с ними не советовал бы идти, да и купаться в соленой воде тоже. Данная модель может работать как с iOS, так и с Android устройствами. Приложение Honor Здоровье. Сразу отмечу, что это китайская версия смарт-часов, и аккаунт должен быть китайским. В противном случае подключить их к приложению не получится. Просто при регистрации аккаунта выбрать регион Китай не изменит ситуацию. Но хорошо, что есть возможность обойти данную проблему, и в интернете можно найти рабочие способы. Но опять же, помним, это костыли. Я рассказываю вам о устройстве, чтобы вы знали, не для того, чтобы вы бежали и покупали китайские смарт-часы. Но когда выйдет Global, вы будете уже подкованы. Разумеется, не факт, что получится с первого раза их подключить, а также не факт, что будет работать корректно, так как у меня первый день после подключения смарт-часов к приложению постоянно
выкидывало из аккаунта. Но в итоге все решилось без вмешательства. В приложении есть 4 вкладки. Основные — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. Удобно, что во вкладке с показателями здоровья имеется ряд полезных функций и возможность персонализации. А во вкладке с тренировками можно найти различные видеоинструкции и не только. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, настройку мониторинга здоровья, вкладка, через которую можно загружать музыку, настройку уведомлений, поиск устройства, будильник, погода, включение функций для оповещения при отключении Bluetooth. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновление уже прилетало. Далее минусы — это старая версия Bluetooth, нельзя подключить нагрудный датчик, некачественный вибромотор, долго определяется местоположение на открытой местности, нет возможности отвечать на уведомления, не отображаются смайлики, и ПО сырое, а также система закрыта. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и пока не ужаснуться. Я не думаю, что будет намного дешевле эти часы в глобале, хотя надеюсь на это, но не думаю, потому что в долларовом эквиваленте они стоят адекватно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Надеюсь, что вам подобный контент интересен. Если вы посмотрели до этого момента, значит, вам интересны новые гаджеты, которые очень часто появляются в первую очередь в Китае, а потом выходят на глобал. Так вот, чтобы меня поддержать, не забудьте прожать лайк и написать в комментариях «просто продолжай». Резюмирую. Honor Watch 4 Pro однозначно очень интересные смарт-часы в плане дизайна и материалов. Операционная система обширная, но так как это китайская версия модели, она, разумеется, заточена под Китай. А из-за системы нет возможности установить сторонние приложения. Может быть, кто-то сможет, но по факту только так. По итогу мы имеем просто красивые смарт-часы и все. Я бы посмотрел на модели от Huawei, так как у них более гибкая операционная система, плюс модели у Huawei года 2 назад. Они вообще бомба. По функционалу не особо сильно проиграете. И вообще, в принципе, все смарт-часы от других производителей на Wear OS, не считая третьего эшелона, вы знаете уже какого, достойны. От меня девайсу за внешку да, за Magic OS нет, для покупки, разумеется, нет. Огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.